Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим об Антарктиде. Что мы знаем о ней? Но то, что это самый южный и самый холодный материк, ни для кого не секрет. Там живут пингвины, касатки и леопарды. Но не те теплолюбивые кошечки, а морские и достаточно агрессивные. В Антарктиде находится Южный полюс, и хотелось бы узнать, кто не побоялся мороза и его нашел, несмотря на суровый климат. И еще много загадок и интересной информации хотелось бы узнать о самом малонаселенном и белоснежном материке нашей планеты. И потому здесь и сейчас мы отправляемся в далекое и холодное путешествие. Поехали! И начнем мы с истории. Кто и когда смог открыть этот материк? Ведь это было непросто. Предположения о существовании Южного континента высказывались еще античными авторами, которые полагали, что в южном полушарии находится соединенный с Африкой материк, противостоящий и уравновешивающий северные континенты. О неком антарктическом регионе упоминал еще Аристотель в книге «Метеорологика» около 350 года до нашей эры. Древнегреческий географ, картограф и математик II века нашей эры Марин Тирский использовал это название на карте мира, не сохранившееся до наших дней. Все еще неувиденная и неизведанная Антарктида появилась на географических картах раннего средневековья под названием Terra Australis Incognita – Земля Южная неведомая. После того, как Васко де Гама обнаружил, что к югу от мыса Доброй Надежды лежит свободное водное пространство, а Ферранд Магеллан во время своего плавания в 1519-1521 годах открыл южные оконечности американского континента, предполагаемый южный материк стали изображать по всей южной полярной области. Именно так он показан в атласе Меркатора, вышедшем в 1587 году. Гипотезы о существовании и местоположении загадочного материка выдвигались в 17 и 18 веках учеными различных стран. Блестящую догадку о существовании южного полярного континента высказал Михаил Ломоносов в трактате «Мысли о происхождении ледяных гор в северных морях». Великий ученый утверждал, что наличие падунов, то есть айсбергов, свидетельствует о расположенных поблизости берегах, от которых отрываются эти ледяные глыбы. И раз в южных высоких широтах таких падунов встречается гораздо больше, чем в северных, то можно предполагать, что именно там, на крайнем юге, и расположен загадочный материк. А если он существует, его следует открыть. Мореплаватели неоднократно предпринимали попытки найти Антарктиду, но долгое время никому из них это не удавалось. Кругосветное путешествие английского мореплавателя Джеймса Кука в 1772-1775 годах в значительной степени было посвящено поискам Антарктиды. В январе 1774 года под 74 градусом южной широты, в районе которой впоследствии получил название море Амундсена, Кук, встретив сплошной ледяной барьер, через который невозможно было пробиться, прекратил дальнейшие поиски и повернул обратно. Через год Кук вновь был в антарктических водах на юге Атлантического океана. Он открыл здесь остров Южную Георгию и землю Сандвичева, а ниже Сандвичевые острова. Но антарктического материка не нашел. Кук поставил под сомнение саму возможность существования антарктического материка и утверждал, что область, лежащая за южным полярным кругом, бесполезна для человечества. Авторитет его был столь велик, что после этих слов о южном континенте забыли на долгие годы. После его плаваний почти в течение полувека в Антарктику не посылалась экспедиции с такой целью. Именно русским мореплавателям удалось опровергнуть утверждение Кука, открыть Антарктиду и начать эру научных исследований нового материка. Русские ученые-мореплаватели Крузенштерн, Сарычев, Головнин, основываясь на научных данных, неоднократно высказывали мысль о том, что выводы Кука ошибочны, и утверждали, что Южный материк существует. Именно они выступили инициаторами русской экспедиции для поисков Южного материка. Предложение флотоводцев получило одобрение Александра I
Перо в начале февраля 1819 года. Возглавил экспедицию Беллинсгаузен, вставший на капитанский мостик шлюпа «Восток». Вторым кораблем экспедиции стал «Мирный» под командованием Михаила Лазарева. Наконец, 28 января 1820 года шлюпы достигли 69 градуса южной широты. Этот день и считается точкой отсчета в истории освоения Антарктиды, безлюдного ледяного материка. До них никто не видел эту картину. Белая бесконечность. Беллинсгаузен повел корабли вдоль ледяной громады. В личном письме Лазарев писал, что в этот день они встретили матерый лед с чрезвычайной высоты и, пытаясь продвинуться на юг, всегда встречали льдиный материк, не доходя 70 градуса. Лазарев прекрасно понимал, что перед ним горы материкового происхождения. Над шлюпами кружили птицы, аборигены Антарктиды. Они первыми в мире подошли к антарктическим шельфовым ледникам. Обнаруженную землю русские моряки назвали льдинным материком, хотя тогда, в январе 1820 года, дотошный Беллинсгаузен еще сомневался в том, что открыл именно материк. На следующий год после отдыха, а точнее новых исследований у берегов Австралии, экспедиция снова направилась к Южному полюсу. Тогда-то были и сделаны открытия, после которых у Беллинсгаузена и Лазарева исчезли последние сомнения, что они достигли материка. Одновременно с русскими моряками в 1819 году к берегам Антарктиды отправилось британское судно во главе с капитаном Эдвардом Брансфилдом. По мнению британских историков, 30 января 1820 года им был открыт полуостров Тринити на северной оконечности Антарктического полуострова. Британцы чтут его как первооткрывателя. Вот только судовой журнал его плавания по какой-то таинственной причине исчез, и проверить правдивость его путешествия нельзя. Американцы же чтут своего первооткрывателя. Капитан Натаниэль Палмер в декабре 1821 года на 80-тонном шлюпе Джеймс Монро в составе промысловой флотилии Пендлтона прошел на северо-восток вдоль края припайного льда Антарктического полуострова и 4 декабря 1821 года достиг острова Мордвинова, повторив маршрут Брансфилда и Беллинсгаузена в предыдущее лето. Точных отчетов о его плавании не сохранилось. Якобы вместе с другим капитаном Джорджем Паулом он обнаружил Южные Оркнейские острова. И по сей день ведутся споры об открытии Антарктиды. Так почему же ученые разных стран спорят о том, кто первым увидел Антарктиду и назвал ее материком? Мало совершить географическое открытие. Надо о нем рассказать. И желательно так, чтобы услышали за океаном. Тем не менее, приоритет открытия Антарктиды русскими мореплавателями получил признание у западноевропейских исследователей. Но настоящий прорыв произошел в период с 1838 по 1842 годы, когда 3 экспедиции из разных стран смогли впервые высадиться на территорию ледового материка и провести большие по объему и интересные научные исследования. Французская экспедиция под командованием Дюмон-Дюрвиля высадилась на территорию так называемой земли Адели, а также открыла землю Луи Филиппа, землю Жуанвиля и землю Клари. Американцы под командованием Уилкса окрестили территорию, открытую ими, землей Уилкса. Третьим героем оказался англичанин Джеймс Росс. В 1839-1843 годах на кораблях «Эребус» и «Террор» предпринял величайшее для того времени исследование Антарктики, открыв море и величайший шельфовый ледник, названный в его честь. В 1841 году Джеймс Росс открыл антарктические вулканы «Эребус» и «Террор», названные в честь его кораблей. В 1842 году первым из людей Росс пересек отметку 78 градуса южной широты. За время экспедиции были исследованы берега земли Виктории в Антарктиде, однако открытые территории Росс считал островами, а не материком.
После этих плаваний в Антарктиде наступил 50-летний период затишья. Интерес к ней возрос в конце 19 века в связи с тем, что из-за хищнического истребления уменьшилось количество китов в Арктике. В Антарктике побывало несколько экспедиций. Шотландская на судне «Валена», открывшая землю Оскара II, позже так названную норвежской экспедицией на Язонии и Антарктике. Последняя обнаружила берег Ларсена и осуществила высадку на берег Антарктиды в районе мыса Адер. Бельгийская под руководством Жерлаша, зимовавшая в Антарктике на дрейфующем судне Бельжика, и английская на Южном Кресте, организовавшая зимовку на мысе Адер. В 1901-1904 годах наряду с морскими исследователями английская экспедиция Скотта от пролива Макмерда предприняла первое крупное путешествие вглубь Антарктиды. Немецкая экспедиция Дригальского провела зимние наблюдения у побережья в открытую ею земли Вильгельма II. Шотландская океанография экспедиция Брюса на судне Скоша в восточной части моря Уэддала обнаружила землю Котса. Французская экспедиция Шарко на корабле Франце открыла землю Лубе. Но всемирное внимание к Антарктиде привлекло соперничество путешественников, стремившихся первыми достичь Южного полюса. В 1908 году англичанин Шеклтон от Макмерда прошел до 88 градусов южной широты. В сезоне 1911-12 годов сразу две сильные команды поставили своей целью достижение Южного полюса. Следуя от восточной части барьера Росса, норвежец Амундсен впервые достиг его 14 декабря 1911 года. Англичанин Роберт Скотт с товарищами совершил пеший поход от Макмерда и вторым 18 января 1912 года достиг Южного полюса. На обратном пути Ридли Скотт и его спутники погибли. В 40-х-50-х годах 20 века в Антарктиде создается сеть наземных станций и баз для изучения краевых частей материка. Доминировали в это время американцы. Экспедиции США на судах и самолетах производили аэрофотосъемку участков побережья, астрономо-геодезические работы, открыли берег Котса и оазис Бангнера. Англо-шведско-норвежская экспедиция во внутренних районах земли Королевы Мод сейсмическими приборами определила мощность ледяного покрова, обнаружила новые горные цепи, произвела аэрофотосъемку значительной территории. Активное включение СССР в изучение освоения Антарктиды было приурочено проведению Международного геофизического года. В этот период 11 стран создали на ледниковом щите, островах и побережье 57 баз и пунктов, откуда производились внутриконтинентальные походы и комплексные научные наблюдения. В 1955-58 годах СССР осуществила две морские и зимовочные экспедиции. Руководителями были Сомов и Трешников. На судах Обь и Лена были построены научная обсерватория Мирный, станция Оазис, внутриконтинентальные станции Пионерская, Восток-1, Комсомольская и проведены океанографические рейсы. Синхронные наблюдения, а затем в периоды международного геофизического сотрудничества в 1959-65 годах, проведенные в Антарктиде, впервые сочетались с далекими походами и полетами вглубь Антарктиды. В 1957-67 годах советские ученые осуществили 13 морских и зимовочных экспедиций в Антарктиде, вели наблюдения на старых станциях и создавали новые, и в 1968 году основали на Южных Шетландских островах станцию Беллинсхаузен. В походах производились многие работы, позволившие установить, что коренной рельеф Восточной Антарктиды более сложный, изрезанный, чем это представлялось ранее. Советские морские экспедиции, проходившие параллельно с зимовочными, изучали водные массы и биологическую жизнь Южного океана, вели аэрофотосъемку большей части побережья Восточной Антарктиды, результатом которой явилось составление точных карт. И на данный момент в Антарктиде расположено множество научных полярных станций и баз различных
стран, а именно 90 действующих, включая постоянные сезонные, на которых ведутся научные, в том числе биологические, географические, геологические и метеорологические исследования. Согласно договору об Антарктике, любая сторона в научных целях имеет право создать свою станцию южнее 60 градуса южной широты, а первая полярная станция была построена в 1889 году норвежским исследователем Карстеном Борхгревинком и представляла собой утепленную хижину, которая сохранилась до наших дней. А почему все-таки Антарктида? И кто дал ей такое название? Ведь мы же знаем, что русские мореплаватели Беллинсгаузен и Лазарев назвали обнаруженную Землю льдинный материк. Антарктическим материком ее окрестил в 1840 году американский морской офицер и исследователь Чарльз Уиллс, руководивший в 1830-х годах картографическим департаментом ВМС США. Впервые весь материк был изображен на карте английского океанографа Джона Мэрея в 1886 году с надписью «Предполагаемый антарктический континент». А первое официальное использование названия Антарктида в качестве названия континента в 1890-х предписывается шотландскому картографу Джону Джорджу Бартоломью. И на данный момент Антарктида – это пятый по величине материк. Его площадь составляет около 13 миллионов 500 тысяч квадратных километров, что больше Европы и почти в 2 раза превосходит Австралию. В эту площадь включены обрамляющие материк постоянные шельфовые ледники общей площадью более 1 миллиона квадратных километров. Правда, площадь его сокращается из года в год из-за таяния льдов. Практически невозможно провести границу между ледовой шапкой, покрывающей материк, и шельфовым ледником, поскольку последний фактически является продолжением материкового ледника. Под весом ледникового покрова материк утоплен в среднем на 600 метров. Кратчайшее расстояние от Антарктиды до Южной Америки – 1000 километров, до Австралии – 3100 и до Африки – 3980 километров. В сторону Южной Америки тянется длинный и узкий антарктический полуостров, северная оконечность которого – мыс Сифре. И здесь есть интересный факт. Так как Антарктида захватывает все долготы и не может иметь западную и восточную крайние точки, существует только северная крайняя точка. Это мыс Сифре, и он же мыс Прайм-Хед. Центр материка получил название полюс относительной недоступности в 660 километрах от Южного полюса. И есть еще 3 полюса, пусть также кем-то непризнанными. Добавим Южный магнитный полюс, полюс ветров на станции Русская, и Южный полюс холода, район станции Восток, где был зафиксирован мировой рекорд самой низкой температуры на поверхности Земли – минус 91 градус Цельсия. Омывается Антарктида Тихим, Атлантическим и Индийскими океанами. Некоторые ученые предполагают выделять воды, омывающие Антарктиду, в Южный океан. Другие не признают его существование. Но в 2000 году Международная гидрографическая организация выделила 5-й самый молодой океан мира – Южный океан. Но вот к морям пока претензий нет. Их остается 13, и мы их перечислим. Это море Уэддела, море Лазарева, море Рисер-Ларсена, море космонавтов, Содружества, Дейвса, Моусона, Дюрвеля, Сомова, море Росса, море Амундсена, море Беллинсгаузена и море Скоша. Береговая линия длиной свыше 30 тысяч километров слабо изрезана и почти на всем протяжении представляет собой ледниковые обрывы, барьеры, высотой до нескольких десятков метров. И арктический полуостров является крупнейшим на материке. Он простирается к северу от южной границы. К другим большим полуостровам относятся Хат-Пойнт, полуостров Моусона и полуостров Эдуарда VII. Земля Александра I, Десепшн и Кларенс представляют собой крупные острова Антарктиды, а средняя высота континента достигает
достигает 2000 метров над уровнем моря, что делает его самым высоким материком на Земле. Большую часть этой высоты составляет постоянный ледниковый покров континента, под которым скрыт континентальный рельеф, и лишь только 0,3%, а это около 40 тысяч квадратных километров, ее площади свободны ото льда, в основном в Западной Антарктиде и трансантарктических горах. Острова, участки побережья, так называемые сухие долины и отдельные гребни и горные вершины, нунатаки, возвышающиеся над ледяной поверхностью. Сейчас антарктический ледяной щит является крупнейшим на нашей планете и превосходит ближайший по размеру гренландский ледниковый покров по площади приблизительно в 10 раз. В нем сосредоточено 30 миллионов кубических километров льда, то есть 90% всех льдов суши. Ледниковый покров в Антарктиде содержит около 80% всех пресных вод планеты, и если он полностью растает, уровень мирового океана повысится почти на 60 метров. Самым высоким участком является массив Винсон, наивысшая точка которого достигает 4892 метров над уровнем моря. А вот самая низкая точка по-своему уникальна – впадина Бентли, одна из самых глубоких впадин на Земле, не заполненных жидкой водой. Находится на Земле Мэри Берт в западной части Антарктиды. Самая глубокая точка впадины расположена на 2540 метров ниже уровня моря и заполнена льдом. Трансантарктические горы поделили местность на западную и восточную Антарктиду. В западной части более сложный рельеф. Хребты прорывают ледяной наст. На востоке горные подъемы чередуются с глубокими впадинами. Под толщей льда покоятся горы Гамбурцева. Длина массива составляет 1300 километров, а наивысшая точка 3390 метров. И по размеру они сопоставимы с Альпами. На востоке находится высокая, наибольшее возвышение поверхности льда 4004 метра над уровнем моря, покрытое льдом, Советское плато. Исследования подледного рельефа, проведенные НАСА, обнаружили в Антарктиде кратер астероидного происхождения. Диаметр воронки составляет 482 километра. Кратер образовался при падении на Землю астероида поперечником примерно в 48 километров. Пыль, которая поднялась при падении взрыва астероида, привела к многовековому похолоданию, и поэтому из одной из гипотез гибели большей части флоры и фауны той эпохи. Этот кратер на сегодняшний день считается крупнейшим на Земле. И кто бы мог подумать, в Антарктиде имеются как спящие, так и активные вулканы. В 2017 году новые исследования западно-антарктического рифта, проведенные учеными из Эдинбургского университета, выявили 91 новый вулкан высотой от 100 до 3850 метров. Прежде их не удавалось найти из-за льда, толщина которого в некоторых местах превышает 4 километра. Система напоминает восточно-африканский вулканический массив, который ранее считался крупнейшим скоплением вулканов в мире. Прежде было известно о существовании 47 подледных вулканов в регионе. За последние 200 лет извергались только 2 из них. Южнее всех расположился действующий вулкан Эребус. Выброс славы был зафиксирован в 2011 году. Эребус – самый южный действующий вулкан на Земле, второй по высоте вулкан континента после Сидли. Высота 3794 метра. Расположен на острове Росса, где имеется еще несколько потухших вулканов, включая вулкан Террор. С рельефом мы немного разобрались. А что с внутренними водами? Как ни странно, в Антарктиде есть и реки, и озера. Только находятся они подо льдом, и на данный момент обнаружено 140 озер. Самым большим водоемом является озеро Восток, названное в честь советской научной станции. Его глубина составляет 1200 метров. Подледные водоемы образовались давно. Талая вода стекала в углубление и покрывалась коркой льда. Вообще, антарктические озера очень своеобразны. Иногда они выделяются в особый антарктический тип. Располагаются они в оазисах или сухих долинах и почти всегда покрыты толстым слоем льда. Тем не менее, в летний период вдоль берегов и в устьях временных водотоков образуется полоса открытой воды, несколько десятков метров шириной.
глубиной. У дна наблюдается слой воды с повышенной температурой и соленостью, как, например, в озере Ванда. Ванда относится к сверхсоленым озерам. Минерализация этого озера в 10 раз сильнее, чем минерализация воды Мертвого моря. В некоторых небольших бесточных озерах концентрация соли значительно повышена, и они могут быть полностью свободными ото льда. Например, озеро Дон Жуан с высокой концентрацией в его водах хлорида кальция замерзает только при очень низких температурах. Постоянно протекающие реки отсутствуют. Остановимся на реке Оникс, расположенной в оазисе Райт. Она протянулась на 30 километров, течет 2 месяца в году, а с наступлением морозов покрывается льдом и снегом. А как дела у нас обстоят с климатом? Климат Антарктиды суров. Это единственный материк, где очень холодная зима и такое же холодное лето. Среднегодовая температура составляет минус 60 градусов. Большая часть Земли расположена в антарктическом поясе, антарктический полуостров лежит в субантарктическом поясе. Из-за размещения внутри южного полярного круга в зимнее время здесь круглосуточная полярная ночь, а в летнее круглосуточный полярный день. Ледяная поверхность отражает 80% света в пространство. Территория Антарктиды является ледяной пустыней. Количество выпавшего снега не превышает 10 сантиметров в год. С высокогорных массивов дуют сильные ветра. И у некоторых всегда возникает вопрос: так где же находится самое засушливое место на Земле? Уверен, любой, кому зададут такой вопрос, начнет рисовать в своем воображении раскаленные солнцем пустыни. Самые эрудированные, возможно, вспомнят пустыню Атакама в Южной Америке. Однако самое засушливое место на самом деле выглядит совсем по-другому. Долины Макмердо на территории Земли Виктории в Антарктиде – самое сухое место на нашей планете. Согласитесь, довольно неожиданно найти такое место на самом холодном континенте. В некоторых районах долин уже более 2 миллионов лет не было никаких осадков. Территория представляет собой бесснежные песчано-каменные долины, окруженные скалами. Здесь дуют ураганные ветра, достигающие рекордных для Земли 320 км в час. И именно вследствие таких сильных ветров влага не имеет возможности задержаться. Интересно отметить, что в пробах грунта долины университета, одной из самых сухих долин, не обнаружены никаких следов жизни. Это означает, что долина Макмердо еще и самое безжизненное место на поверхности Земли. Что же мы можем рассказать о флоре и фауне? Кто-нибудь скажет, что ее там быть не может. Но нет, в антарктической пустыне растительности действительно нет, но она покрывает окраины материка. На свободной ото льда суше растут мхи, лишайники и грибы. Неприхотливые низкорослые кусты встречаются на антарктическом полуострове. Их число насчитывает несколько десятков видов. Цветки их слабо окрашены, потому что опыление осуществляет, скорее всего, ветер, а не насекомые. Суровая и царственная, таинственная и манящая, Антарктида имеет очень ограниченный по видовому разнообразию животный мир. Однако и в условиях экстремальных климатических условий Антарктики некоторые животные чувствуют себя превосходно. Представители местной фауны заселяют приморскую полосу материка и обитают в прибрежных водах. Например, морские леопарды. Морские леопарды – это разновидность тюленей, ареалом которых являются субантарктические районы Южного океана. Самцы морских леопардов в длину достигают 3 метров и весят примерно около 300 килограммов, а самки вырастают до 4 метров и имеют массу до 400. Тело животных имеет гладкую обтекаемую форму, дающую возможность беспрепятственно скользить в толще океанских вод со скоростью до 40 км в час. И в рацион питания леопардов входят теплокровные позвоночные, в том числе молодые тюлени и пингвины. Также обитают тюлени-крабоеды, морские слоны, кергеленские морские котики, тюлени Уэдделла, 17 видов пингвинов. Среди
Среди них императорские и королевские, самые крупные виды пингвинов, и более мелкие – аделии и генту, 2 вида поморников и несколько видов буревестников – бакланы и крачки. Встречается странствующий альбатрос, птица с самым длинным размахом крыльев – до 3,5 метров. В почвах обитают нематоды, а на поверхности можно встретить до 70 видов членистоногих, представленных паукообразными и насекомыми. Существует предположение о наличии в подледниковых озерах Антарктиды, таких, например, как озеро Восток, крайне олиготрофных экосистем. То есть это те организмы, развивающиеся в среде с низкой концентрацией питательных веществ, практически изолированных от внешнего мира. В 2021 году под шельфовым льдом Антарктиды обнаружили неизвестные ранее виды губкообразных существ. Антарктида – одно из самых холодных и загадочных мест на нашей планете. Снежные пустыни, ледяные глыбы, пусть и скромный, но удивительный и очень хрупкий животный мир. Одной из крупнейших проблем Антарктиды считается таяние ледников. Это происходит из-за глобального потепления. Температура воздуха на материке постоянно повышается. В Антарктиде от шельфового ледника Эймери откололся самый крупный за последние 50 лет айсберг. Вес льдины 315 миллиардов тонн. Его площадь составляет примерно 1500 квадратных километров. А еще над Антарктидой существует озоновая дыра. Это опасно тем, что озоновый слой не защищает поверхность от солнечной радиации. Температура воздуха нагревается сильнее, и еще актуальнее становится проблема глобального потепления. И несмотря на то, что здесь нет городов, машин, заводов и большого количества людей, антропогенная деятельность и в этой части света наносит окружающей среде урон. Сегодня климатологи мира единодушны во мнении, что глобальное потепление существует, и оно непременно изменит очертания планеты. Первыми пострадают районы, находящиеся за полярным кругом. Уже сейчас температура на полюсах превышает значение прошлого столетия на 5 градусов. Это приводит к уменьшению площади ледников. Массовое исчезновение ледяного покрова будет иметь катастрофические последствия для планеты Земля. Но человечество продолжает недооценивать масштабы и опасность происходящего. Экология современной Антарктиды и ее состояние сегодня требуют постоянного наблюдения за разрушающимися ледниками. Иначе нарушение экологического баланса на Земле изменит климат, приведя планету к катастрофе. Развитию исследований на континенте по согласованной программе способствовал заключенный в 1959 году договор об Антарктиде. Это уникальный документ, который свидетельствует о возможности решения сложнейших вопросов путем переговоров и нахождения разумных компромиссов. Антарктида могла и еще пока может быть примером сотрудничества разных стран, без претензий и бескорыстных целей, ориентируясь только на взаимопомощь и взаимоуважение. Только такими путями можно прийти к тому, что планета Земля будет радовать нас своей красотой и первозданностью. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.